Итак, всем привет, гости и подписчики канала Неорган Гейм Шоу. CSI Фатальная конспирация. Эпизод 3. В прошлом эпизоде нашим убийцей оказался садовник, который до последнего отпирался, но не смог выдержать натиск доказательств. И, соответственно, был задержан. Ниточка, которая тянется через первое и второе дело, а именно Беатрис Салазар, наркоторговка, королева Улья, также связана с этим делом, но мы пока еще не можем понять как, и сейчас в 3-м эпизоде, возможно, нам прольют свет на ее личность. Не забывайте подписываться на канал, также прожимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, поставить лайк или дизлайк этому видео, чтобы показать, понравилась вам серия или не понравилась. Комментарии как на ютубе, так и в группе ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании. Буду рад пообщаться с вами как на ютубе, так и ВКонтакте. Ну и теперь у нас есть Бусти, где я делюсь своим музыкальным творчеством. Также там будут выходить видео, которые по тем или иным причинам нельзя публиковать на ютубе. Ну что ж, располагайтесь, нас ждет еще один детективный квест и новое дело. Поехали. Уже остров какой-то получается. Оу. Ну вот это вот вообще не круто, кстати. Это Мэри Марс, так ведь? Ее репутация была выше. Не каждый день испорченная наследница становится главой правления международного отельного конгломерата. Правда. Корпорация Марс. Мэри явно была папиной девочкой. Что ж, семья недавно пережила большую трагедию. Дело вот в чем. 2 года назад Фрэнк Марс и его жена Эллен погибли, катаясь на лыжах. После этого девочка чуть не погибла в автокатастрофе. Она получила ожоги 2-й и 3-й степени. Не думаю, что ей оставалось долго. Надо отдать ей должное, она всегда попирала ожидания. Она была довольно жесткой. Настолько, что, возможно, кто-то устал ждать. Ее обнаружили, сестра сиделка. Если что-то будет нужно, вы знаете, где меня найти. Ну что ж. Ты уже видел такие штуки? Это устройство отслеживало дозировку медикаментов пациентки. Похоже, что Мэри испытывала боль, и она могла просто нажать на эту кнопочку. Регулятор впускал дозу морфия ей в вены. Удобненько, однако. Ну, возьмем с собой. Видишь, рядом со сломанным швом есть серийный номер, так что если мы сложим эти части вместе в лаборатории, мы сможем его прочитать. Ну, как бы окей. Бутылка с морфием. Внутри этого регулятора должен быть выключатель, который предотвращает передозировку. А его нет. Правильно? Подожди. О, хороший отпечаточек. Отличный отпечаток. Ну, определенно, да. Определенно хорош. Так. Ну, тут опять эта бутылочка с морфием. Раз уж мы обработали место преступления, позвоним Робинсу. При вскрытии осмотрим тело получше. А так тебе что не осматривается? Ну, хотя да, тут ни хера непонятно. Следы обуви грязной. Грязь все еще свежая.
У этих грязных следов ног очень четкий шаг. Нет, здесь вообще ничего не видно. Простите, мисс, мы из криминалистической лаборатории Лас-Вегаса. Можно задать вам несколько вопросов? Для начала ваше имя, пожалуйста. Паулина Лю, медсестра-сиделка для Мэри. Что это за куча битых обломков? Это было устройство, регулирующее дозу морфия для Мэри. Подвижность двух пальцев ее левой руки позволяла ей нажимать на кнопку на регуляторе. Зачем кому-то ломать регулятор? Если сломать регулятор, подача морфия станет неконтролируемой. Если бы Мэри нажимала бы на кнопку слишком часто, предохранитель в регуляторе сработал бы. Задвижка блокирует дальнейшие сигналы в механизм, дозирующий морфий, предотвращая передозировку. Вы здесь живете? У меня в доме есть маленькая комната, по желанию семьи я называю ее шале. Когда меня нанимали, я понимала, что Мэри требуется круглосуточный уход. Мэри могла всегда позвать вас на помощь. Я не могу вспомнить, была ли у Мэри кнопка «Вызов», я просто заходила ей 4-5 раз за ночь. Но я перестала это делать несколько месяцев назад, когда доктор сумел отрегулировать регулятор так, что тот выделял дозу для ее спокойного сна на целую ночь. Не следовало мне прекращать ее навещать, возможно, я могла бы ее спасти. Здесь живете только вы с Мэри? Нет, мистер Берретт, Джон, брат Мэри, то есть сводный брат. Простите, путаница получилась. Он живет в шале, он сказал, что переедет туда сразу после того, как они решили выписать Мэри из больницы. И оставалось недолго, они решили, что она должна прожить свои последние дни у озера Мэрит. Он каждый день проводил с ней много времени, разговаривал с ней, читал, они были очень близки. When we couldn't revive Mary, Mr. Barrett got very upset and left the house. Где Джон Берретт сейчас? Я не знаю, я заботилась о Мэри, но я не была особенно близка к семье, я пыталась быть незаметной. Вы обнаружили тело. Да, и мисс Берретт — это сводная сестра Мэри. Мы с ней нашли Мэри такой. В котором часу обнаружили тело? Кажется, без 15:08. Мисс Берретт гостит у нас каждое воскресенье, обычно она прибывает к 10, но сегодня она была рано, примерно в 7:30. Мы с мисс Берретт вместе вошли в комнату и увидели Мэри мертвой. Мэри точно не могла это сделать сама? Нет, это просто физически невозможно. У Мэри обгорело 75% кожи. Ожоги 2-й и 3-й степени. Она могла шевелить пальцами. Да. И только 2 пальцами. Думаете, Мэри Марст хотела умереть? Мне трудно это говорить, но думаю, Мэри хотела смерти. Это чудо, что она выжила в автокатастрофе, но после этого ее жизнь превратилась в сущий кошмар. Трудно представить, сколько боли она выносила каждый день. Вы могли бы поговорить с Мэри? Она могла говорить? Нет, ее голосовые связки пострадали слишком сильно. Мисс Берретт однажды купила для Мэри компьютер, чтобы она могла буквально говорить с его помощью, но Мэри не проявила к нему интереса. Вы избавили Мэри от ее боли, сестра Лю. Вы знакомы с обетом соловья? Это клятва, которую дают медсестры. Наподобие клятвы Гиппократа. Часть ее гласит: «Я воздержусь от всего вредоносного и пагубного и не дам преднамеренно вредное лекарство». Итак, ответ на ваш вопрос: нет, я не помогала Мэри свести счеты с жизнью. Спасибо за ваше время. Так, опросили, получается. Пошли сюда. Опять следы. Нам следует сравнить все отпечатки ног с отпечатками в комнате. Так. О! Ля какая сидит. Мисс Берретт, мы из криминалистической лаборатории Лас-Вегаса. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов, если вы не против. Разумеется, офицеры.
Вы сводная сестра? Yes, that's right. Да, уверен, sure вы you've heard слышали of о my моем stepfather, отчиме, он The отельный магнат. self-proclaimed hotel tycoon. The bust is almost Бюст as почти такой imposing and же impressive as the импозантный и man himself. впечатляющий, как и сам He and my человек. mother Он и моя died мать less than a погибли year менее after it was года назад, commissioned. катаясь на They were лыжах skiing in the в Swiss Alps. швейцарских Альпах. I can Все tell были в you, шоке, когда, everyone was согласно shocked when the завещанию, living Мэри will должна entrusted была Mary стать to step in председателем as the правления acting Mars CEO Hotel of Mars Hotel and Entertainment. Entertainment. Почему вас удивило назначение Мэри главой Well, правления? needless Кто to бы мог say, no подумать, one что thought a party тусовщица girl could take сможет over the взять в руки reins of a бразды правления multinational travel многонациональным and leisure туристическим conglomerate, конгломератом, including me. But I have to admit, но we were все мы all wrong. ошибаемся. Tragically, the very Печально, same но в night тот же she вечер, announced когда her она заявила о retirement своей and appointed отставке и her назначила successor, she преемника, она crashed her разбилась на car. машине. Причина такого ее состояния Yes, it автокатастрофа? is. She was Да, so она так badly сильно burned, the обгорела, doctors что told her врачи she сказали, wouldn't что live она through не the доживет night. до утра. I'll never forget the look on my brother's face when he heard the doctor say that. Что вы почувствовали, когда услышали, что Мэри не доживет до утра? It's all impossibly Это трудно difficult to описать. describe Сначала to наши you. родители, I mean, потом Мэри. first Это our практически parents, and невыносимо. then Mary? It was almost too much to bear. But the way she fought, Она she так was боролась, stronger она than хотела anyone could have жить. guessed. She wanted to live. Кто еще был здесь, когда вы Mary's нашли nurse тело? let me in, Меня and it впустила was just like медсестра my Мэри. normal Это Sunday был мой visit. обычный воскресный I wanted to tell визит, и Mary как about только my я ее promotion. увидела, я поняла, And что then, что-то as не soon as I так. saw her, I knew something was wrong. I could tell by Я the увидела paleness это of по her бледности skin. ее кожи. I think Кажется, I я закричала, и screamed, медсестра and the тоже, nurse а когда screamed, and вбежал that's when Джон, мы John ran in пытались and ее he tried оживить. to revive her. В принципе, хороший план. Ваш брат Джон был здесь в воскресенье This is утром. the Да, family's как бы chalet. это When семейное we all шале, decided to когда bring Mary мы back решили here to spend her привести final days in Мэри peace, сюда, my brother чтобы она John провела decided to свои move in последние дни too, so we could спокойно. be with her and help take care of her. Так, He and Mary were very close, брат, короче, much переехал closer than сюда. he and I. Они с Мэри были очень близки. Вы с вашим братом не были No, близки? we're not Нет, particularly мы не close. особо близки, скажем Well, так, у нас let's очень just разные say we have взгляды на very деньги. different views about money. Very different values about it. Growing up as an only Еще child, ребенком Mary had Мэри always всегда wanted a хотела little brother, братика, и and она John was испортила more than Джона. happy to be spoiled by her. Ага. Где Джон I have сейчас? no idea. Понятия He не ran имею, out он of бежал here. I отсюда, haven't и с seen тех him пор я его since. не видела. That's correct. Обнаружили Mary's nurse тело, and I да, это то, discovered the body что this morning. они с медсестрой. В котором часу? 7:30 this morning, 7:30 maybe сегодня утром, 7:45. может I'm not 7:45, точно exactly не certain. скажу. Она лежала вот так, когда Yes. вы ее нашли? She Да, was она lying лежала almost точно в такой же exactly позе, но like this, but медсестра the с nurse моим and my братом brother Джоном John пытались did ее try оживить, поэтому resuscitating немного her, so потолкали the body тело. may have been jostled a bit. I made sure none Я of us moved позаботилась о том, anything чтобы никто else, ничего не because I трогал, understand the потому что importance of not понимаю важность disturbing a сохранения crime места scene. преступления. Как вы узнали, что совершено преступление? Вот ты и проговорилась. Her morphine Ее regulator was регулятор морфия smashed. был Mary разбит. couldn't do Мэри that. не могла Poor этого thing could сделать, only move бедняжка 2 могла fingers on her шевелить left только двумя hand. пальцами. God bless her. Покой I Господь ее pray she's душу, in a надеюсь, better она в place раю. now. Думаете, Мэри хотела Anyone умереть? living Вы like можете this would подумать, что want to человек, die. живущий такой жизнью, Not хотел Mary. смерти, но только She не was a Мэри, она fighter, боролась. and she was a После real несчастного inspiration to me. случая с When I moved away from here, I thought I'd never come back. Мэри, But я after начала Mary's прилетать accident, сюда I started из flying in Л.А. from LA каждое every Sunday. воскресенье. I swear to you, as Клянусь, God is Бог my мой witness, свидетель, Mary wanted to live. Мэри хотела жить. Вы прилетели из Л.А., вы там Yes, I живете? live in Los Да, я живу в Angeles. I work for a Лос-Анджелесе, public я relations работаю в firm. фирме But по like I said, I связях с fly out to visit общественностью. Mary every Sunday. Спасибо Thank you за for ваше your время, time, мисс Miss Барретт. Barrett. Мы We'd просим вас like it по if you could возможности remain here in оставаться Las здесь, в Vegas, until we Лас-Вегасе, have a пока better не idea узнаем, of what что happened to your случилось с вашей stepsister, okay? сводной All right, сестрой, окей? officers. Whatever you Хорошо, think is офицеры, best. как сочтете лучше. Бля, пиздёвый коверкс там. Так, ну... Вроде бы... Все осмотрели. Если что, будем возвращаться. Давай глянем так. Обломки. Ну, кстати, если его кто-то раз ебенил, то на нем должны остаться отпечатки. Правильно? Правильно. По крайней мере, должны быть. И должны быть они в месте удара. По-хорошему. Отпечаток, отпечатки, отпечатки, отпечатки. Hey,
You sure you're ready to get out of here? Так, здесь 'Cause I can еще think of a есть на couple что things we haven't taken a взглянуть. look at yet. Не все Why don't we make осмотрели. sure the Давай scene's позаботимся о secure, сохранности get a места, statement потом from each соберем witness. Then показания у всех we'll go from there. свидетелей. Да. Да заебал. Look like anyone you know? Выглядит знакомо, вряд ли. Это This бюст bust is of the late покойного Frank Фрэнка Marst, Марста, Mary's отца father. Мэри. Looks like it's made of Похоже, solid отлит bronze. из чистой бронзы. Nothing to collect here. Заливка нужна. Да. That's good. We'll be able to Мы compare those сможем marks back сравнить to the lab. следы в Not bad for a лаборатории. Неплохо для preliminary предварительной assessment. оценки. Что What's дальше? next? Call Robbins. Позвоню Tell him to send Робинсу, somebody down скажу, here to чтобы pick up the приехали body. за телом, And I'll make позабочусь sure о the том, чтобы officers hold офицеры the scene сохранили for us, место just in преступления для case we нас. need to come back here. Да, теперь можем перейти. Вот что забыли, значит. Сразу глянем по макросравнению. Same tread, same Размеры size. одинаковые. Тот, кто был у бронзового бюста Фрэнка Марста, подходил к кровати Мэри Марст. Угу. Тапки совпали, получается. Окей. Ну тут не с чем сравнивать. Пока что. Подожди. Вот, первый кусок. Да. Его мы соединяем вот здесь. Так. Вот второй кусок. Его мы соединяем вот здесь. Вот. Третий. Его сюда. Хорошо, теперь можем прочитать серийный номер. Я заберу эти кусочки металла, они не были частью регулятора. Хорошо. Очень хорошо. Осколки не были частью регулятора, значит, их можно проверить на реактив. Правильно? Типа из чего они состоят. Давай попробуем. Да. Угу. Нет. Тоже нет. Эти совпали. Это тоже совпало. Вот это совпало. Это почти 100% бронза. Так, есть, кстати, один отпечаток. Не знаю, правда, что он мне даст. С большой долей вероятности он мне ни хера не даст. Есть в базе. Нет. Нет. Тоже нет. И... Да. Отпечатки. Джейн Барретт. Пол женский, глаза зеленые, протест без разрешения в истории. Так, отпечаток на бутылке совпадает с отпечатком Джейн Барретт. Она была арестована 6 месяцев назад на демонстрации «Смерть с достоинством» Карсон-Сити. Доступен ордер. Номер регулятора пробить по базе.
That's the record Это of Mary данные о Mart's дозировке morphine морфия usage. Мэри Март. Взгляни на Take a look линию at the line постоянного of употребления во continuous usage время during the last последней century. I'd be записи. surprised if that's not our Я буду cause of удивлен, death right если there. это не причина смерти. В компьютерном анализе ничего. Кстати, доступен ордер. Поэтому идем к Брасу сразу, чтобы вообще не тянуть. What have you got in the way of Нужен ордер на Джейн. evidence? Prints on the bottle of Отпечатки на morphine пузырьке belong to морфия Ms. принадлежат мисс Барретт. Пока док Well, Робинс until не Doc предоставит нам Robbins gives us результаты the вскрытия, results of можно the забыть autopsy. об ордере. We can't even think about a warrant. But maybe Но, Ms. может, Barrett мисс will come Барретт here придет добровольно, voluntarily to чтобы answer some ответить more на questions. вопросы. Спросить не No harm in помешает, asking так? her, right? Все, она, короче, сидит. Правильно? Правильно. Здравствуй еще раз. Все еще работаю над твоей жертвой, но могу сказать, что это смертельный уровень морфия. Я скоро закончу вскрытие. Тогда я позвоню. А, ну еще не позвонил, получается. Ну, пошли, поспрашиваем, может, что спросим. Спасибо, что пришли добровольно, госпожа Of Барретт. course, officers. Конечно, офицеры I'm happy to рады help with your помочь investigation. расследованию. Что вы думаете о сестре To be Лю? honest with you, Если I'm честно, меня uncomfortable смущает with ее her дрянной appearance. внешний вид. Она She's носит trashy. форму медсестры, She wears that стриптизерши, но, nurse's похоже, uniform Джон more like a считает, что stripper than a она caregiver. However, John seems to think she does a good хорошо job, выполняет свою работу. and Mary Потому что, approved of скорее her. всего, они еще и шпехаются. Так, почему этот визит состоялся намного раньше предыдущих? Even though the family's Хотя средства семьи resources мне are доступны, я available to me, стараюсь I have оставаться tried независимой. very hard Честно, to моя remain единственная слабость self-reliant. — Truthfully, my перелеты only indulgence is using the на family plane семейном to fly самолете back для and моих forth for my воскресных Sunday визитов. visits. This is my first time flying Я впервые commercially. летела It was more коммерческим frustrating рейсом, than I'd полное expected. разочарование. It took about 4 hours Чтобы in actual добраться до travel Вегаса, time to ушло get to порядка Vegas. 4 I mean, I could have just часов. as easily Но вам же driven это не here. интересно, правда? But you don't really need to hear about any of this, right? Sorry. Вы трогали морфиевую капельницу Мэри до ее смерти? No, of course Нет, конечно, not. Мэри уже Mary had отошла already к тому passed by the времени, time как I я got here. попала сюда. Oh, I'm Извините, sorry. я I thought думала, you вы meant имеете в today. виду сегодня. Я change her меняла morphine when ее it ran out морфий во during my время моего visit last визита на week. прошлой неделе. Как вы относитесь к эвтаназии, госпожа Берт? Euthanasia? Эвтаназия, ну, теоретически это хорошая вещь, но на In практике она theory, it пугает sounds меня like something which вероятностью could be a good thing, злоупотреблений. but in practice, what scares me is the opportunity for Детишки будут abuse. усыплять своих Kids дедушек offering и their бабушек, чтобы grandparents in order to унаследовать деньги inherit на the money to новую buy a new мобилу. cell phone? Нет, я No, против. I'm opposed to it. I'm sorry. If that's supposed to mean something, you'll have to explain it to me. We're looking at a lot of pieces to a very complex puzzle. Let's use the most relevant piece right now, okay? Miss Barrett, Госпожа Барретт, вы are you знаете, aware что that ваши your отпечатки fingerprints пальцев есть в are on досье, record because you were потому что arrested полгода 6 назад months вас ago задержали на at a демонстрации Death with «Смерть с Dignity достоинством» в demonstration in Carson Карсон-Сити. I wish I could chalk Жаль, that up to я не могу youthful назвать это indiscretion, ошибкой but молодости, ведь я уже obviously I довольно was old зрелая. enough to Дело know в том, better. что моя политика Suffice 6 to месяцев say, my назад politics была 6 months больше ago had связана more с to моими do with my личными personal отношениями, чем с relationships моими than my личными personal beliefs. убеждениями. I don't mean to suggest Я не that имею there's ничего anything против wrong людей, with the death of выступающих за dignity смерть с people. достоинством, It's просто я just на that самом деле I не была wasn't с really ними, with them, if you know what I mean. если вы меня And понимаете. honestly, having lived with Mary like this for all this time, Не могу сказать, что я I могла can't принять say такое I could make a решение, decision особенно like that. потому что, несмотря Especially на то, because что она не может even though говорить, she я can't уверена, speak, I know Mary wants to live. Мэри I know that хотела very жить. much in my heart. Госпожа Берт, расскажите нам о своем местонахождении в последние I lived in 24 Los часа. Angeles. Я живу I в come up here to Лос-Анджелесе, visit я Mary приезжаю once к a Мэри week. раз в I неделю, flew я up here this прилетела сюда morning. сегодня By утром. that look on your Судя face, по I'd виду на imagine вашем you'd also лице, like to может know ли if кто-нибудь anyone can подтвердить мои verify what I'm слова, saying, но but не I don't думаю, think anyone I что know кто-нибудь saw me. знакомый меня Oh, видел. wait. А, Hold on. погодите, вообще-то у меня Actually, I дома have this отличная excellent экранная home система. security setup. Superior Security Systems. System. You see the way it works? Принцип You're either in работы the away следующий. setting Либо with ты the в motion отъезде с detectors включенными on, or the детекторами home setting движения, with them либо off. дома с He gave выключенными. me an Они дали мне application for my приложение cell для phone моего that tracks when I'm мобильного, home которое and when I'm отслеживает, away. когда я дома, а I can когда send what it уезжаю. recorded Могу for the last прислать вам 24 его hours to you, запись and you'll be able to see I was home right up за until I left последние for my flight 24 this часа. morning.
Okay. Хорошо, пришлите нам эти записи, госпожа Берретт, но мы все же хотели бы заверить их в вашей охранной компании. Я только что получил запись с охранной системы дома Джейн Берретт из Superior Security. Похоже, госпожа Берретт вчера вечером в 11 была дома. Знаешь, семья Марс все еще довольно мощный игрок в этом штате. А этот громкий открытый секрет, что Джон Берретт был намерен все унаследовать после смерти Мэри Марст, но остаться без наследия — возможный мотив, но если Джейн помогла Мэри покончить с собой, пытаясь подарить ей смерть с достоинством... Знаешь, что такое смерть с достоинством? Не говори чепухи, я не верю никому из них, но если Док Робинс скажет нам время смерти, и это оставит Джейн Берретт вне подозрений, мы подойдем к следующему подозреваемому, то бишь к брату. Компания World Insurance охотно представила нам дело по несчастному случаю Мэри Марст. Это Робинс. Простите, если немного задержался, но я наконец смог определить время смерти жертвы. Считайте, что около 11 часов вечера вчера. Давайте встретимся в морге, чтобы можно было обсудить результаты вскрытия. Ну, отлично. Погнали в морг. Спасибо, что подождали. Предыдущие травмы госпожи Марст, которые привели к всесторонним гипертрофическим рубцам, значительно затрудняли мою работу. Простите, если я задержал вас. Итак, можно ли нам ее отпечатки? В первую очередь, конечно, я снял их для тебя, как обычно. Так, время смерти. Моя оценка момента наступления смерти вчера в районе 11 вечера. Проблема вот в чем. Если внимательно взглянуть на атрофию мышц, они выглядят как оцепеневшие. Но она не ходящая была, да. Эти язвочки и ссадины на коже также привели к изначальному смущению насчет степени. Получив медицинскую карту госпожи Марс, я увидел, что она перестала принимать твердую пищу 3 месяца назад. Использует частично Невозможно использовать частично переваренную для определения времени смерти. Ты не шутил, когда сказал, что это сложная задача. Да, но это поддерживает искру в этой работе. Причина смерти. Передоз морфия. Огромное количество морфия, найденное в организме жертвы, наводит на мысли о передозировке. Да, передоз морфием получается. Я определил, что причина смерти госпожи Марст — асфиксия в связи с интоксикацией морфием. Из-за того, что рубцовая ткань в легких госпожи Марст была гипертрофической, мне понадобилось больше времени на то, чтобы распознать морфий как главную причину асфиксии. Мне кажется, Док, или вскрытие действительно слишком затянулось. Ну, Ник, я давно не исследовал тело с такими сильно обгоревшими тканями. Мэри говорила... Нет, это невозможно. Ее медицинская карта указывает на то, что госпожа Марс понесла в автокатастрофе множество почти смертельных травм. По-видимому, она вообще вдохнула горящее топливо, и это сильно повредило ее голосовые связки. Смерть добровольная? Хороший вопрос, у меня нет ответа. Теперь в такой ситуации, где такая высокая доза морфия, я ищу признаки трупного окоченения, потому что если произвольные мышцы лишить кислорода в связи с энергичной активностью, эти мышцы цепенеют. И признаки трупного окоченения наводят на мысль о том, что жертва с кем-то боролась в момент наступления смерти. Я искал такие признаки. Получив полный токсикологический отчет, я увидел, что уровень морфия в ее организме был таким высоким, что быстро лишил ее сознания, а потом привел к полной гибели легких. При отсутствии каких-либо признаков трупного окоченения я пришел к выводу, что мышцы жертвы в момент смерти не были напряжены какой-либо активностью. В зависимости от того, было ли это преднамеренным убийством или помощью в самоубийстве, смерть Мэри Марст — результат убийства. Спасибо за помощь. Можешь сам подробно осмотреть тело. Чуть не забыл, на тыльной стороне ее левой руки нашел какой-то осколок, можешь забрать.
на тыльной стороне левой руки. Scar tissue here is Здесь везде extensive, рубцовая as ткань, well as еще и hypertrophic. гипертрофическая. На всякий случай. Это следы от вскрытия. Ага, вот он осколочек. That's the shard I Это told you осколок, about. о котором я говорил. Да, я понял. Так а что тут, в принципе, осматривать? Тут и осматривать-то, в принципе-то, и нечего абсолютно. Ну да. На столике док ничего не оставил. Да. Снимок царапин тормозного клапана. Это то, что Брас отдал. Записи системы охраны, но это мы посмотрим. Металлическая стружка, но уже поняли, что это бронза. Thank you for coming in voluntarily, Miss Barrett. Certainly. Anything I can do to Рада help помочь discover what узнать, что же happened. случилось. Но при этом, Thank you кстати, for мы your узнали cooperation, информацию Miss по Barrett. We may вскрытию, have some more questions но for you к at a ней later нет time, никаких if that's all вопросов. right with you. No, not at all. Please don't hesitate to contact me. Ну ок. Okay. So, this Итак, pretty это much вполне backs up what Jane подтверждает Barrett то, что нам told us. сказала She was home in Джейн Los Берретт. Angeles last Вчера night. ночью она была Pretty дома в solid Лос-Анджелесе. alibi. You may Надежное have алиби. something there. В этом что-то есть. Jane Джейн comes to visit приезжает по every воскресеньям. Sunday. Каждое Every Sunday, воскресенье Mary's morphine usage дозировка becomes морфия erratic. Мэри становится The records from неравномерной. Jane's Записи security охранной system системы дома indicate there Джейн was one указывают на Sunday то, when she что в stayed одно home. воскресенье она осталась Now, дома. don't you think it's Ты не odd she считаешь didn't странным, happen to что она mention не that one упомянула нам Sunday об to этом us? дне? It's also not Это также не reflected in Mary's отражается в pattern of схеме morphine дозировки usage. It морфия doesn't Мэри. Это не contradict Jane's противоречит alibi, алиби but it's Джейн, но definitely это worth определенно keeping in стоит mind. учитывать. Плюс трофей. Есть что под микроскоп? Есть что под микроскоп. X60. It's a match. Совпадает. Этот след бронзы мы нашли в сломанных частях регулятора. Он из бронзового бюста Фрэнка Марста. Улики указывают на то, что кто-то взял бюст из передней и разбил ей регулятор. Потом был удален блок активности морфия. После этого убийца нажал кнопку на регуляторе, вызвав у Мэри передозировку морфия. Если Мэри проснулась, она все это видела, но она беспомощна. Так, а вот что вот это за осколок, сейчас нужно будет посмотреть. По макросравнению, кстати, что? Только обувь? Только обувь. Да, осколочек. Не та полоска. Ох, ебать. Так, вот эти совпали. Вот эти нет. Вот эти совпали. И вот эти совпали. Одна стала желтая, да? А, не то. Вот это. Похоже, это ацетон и какой-то циановодород, объединенные в нитях этилметалкрилового манометра. Короче, термопластик. Это крохотный кусочек искусственного ногтя. Интересно, когда сестра Лю занималась ногтями в последний раз. Доступен ордер. Очередной, кстати. Так, ничего нового он нам не скажет. Перемещаемся в допросную. Да пиздец. Там же можно было и в принципе задать вопрос. What evidence do you have?
What if we do Я this? поговорю с I'll медсестрой, talk to the попробую nurse. уговорить ее добровольно See if she might be явиться willing to сюда come и down here ответить на пару voluntarily to вопросов. answer some questions. Maybe we'll get lucky. Nurse Lou? Сестра Лю, спасибо, что пришли сюда добровольно ответить на некоторые вопросы. You're welcome. Не I за don't think что. there's Не any думаю, more I что can могу tell рассказать you, вам but больше, I'd но like to помогу, help you чем if I смогу. can. Что можете сказать о Джейн Берретт? Honestly, I Не могу can't say I сказать, что really я know Miss знаю Barrett. хорошо. When she came to visit, she would Когда она seem приезжала в гости, казалось, что ей неуютно, но видеть любимого человека в том состоянии, в котором была мисс Марс, это очень-очень сложно. Вы не знаете, где можно найти Джона Берретта? Это важно. Я точно не знаю, но знаю, что у озера Мэрит семейство держит свою лодку, и мистер Берретт едет туда, когда хочет побыть наедине. Откуда вы знаете об этой лодке и озере? Мистер Берретт сам рассказал Мэри о лодке и озере. Он с Мэри много времени проводил вместе, сидел рядом с ней, говорил. Говорил, как будто она ему отвечала. Блять, с текстом вот эта хуйня, она, конечно, вымораживает, я бы даже сказал. Какие у вас отношения с Джоном Берреттом? Мистер Берретт мой работодатель, он платит мне за уход за его сестрой. Это ваши настоящие ногти? Эти, да. Странно, но знаете, я действительно наклеила типс на ноготь указательного пальца, когда сломала настоящий на прошлой неделе. Целая неделя прошла, вот забыла. Спасибо, сестра, мы позвоним, если возникнут новые вопросы. Я понимаю. Пошли на пристань. Наверное, наш клиент точно там, где говорила медсестра. Кстати, сразу отметить, да, следы. Но первоочередно смотрим то, что рядом. Никто не обвинит тебя в том, что ты не старался. Может, ты немножко переусердствовал, ну да ладно. Канистры из-под моторного масла. Угу. Спускаемся, получается. Да, классная лодка, но мы здесь не для этого. Ну, мало ли, я думал, может, на лодке что посмотреть. Может, тут что-то тоже что-то есть. Да кого? Слышь, сучара, ты чё туда убежал? Мы из криминалистической лаборатории Лас-Вегаса. Хорошо, думаете, мне понадобится адвокат? Мы расследуем смерть Мэри Марс и хотели бы задать вам пару вопросов. Я этого не делал, что вы еще хотите знать? Ваше мнение, сестре Лю. Мое мнение, думаете, вы зря... Я думаю, вы зря тратите мое время. Твое время и мое. Моей сестры больше нет, ваше расследование ничего не отменит. Что вы скажете о сестре Джейн? Открою вам маленький семейный секрет. У нас большая проблема с полномочиями, так что если есть вопросы, приберегите их для моих адвокатов. Да ты чё, сука такая? Где вы были вчера вечером около 11? Знаете, что это действительно не ваше дело?
Это вашей сводной сестре? Сестра Мэри была моей сестрой, хотя у нас разные матери, это не важно. Мэри была единственным оставшимся настоящим членом моей семьи. Теперь ее больше нет. Вы думаете, мисс Март хотела жить? Черт, на что это вы намекаете? Мэри боролась. Большинство людей просто теряют волю к жизни, но не Мэри. Да, звоните, захватим выпивку или еще что. Так, эта сучара оставила следы. Я это прям явно видел. Вот они. Разговаривать он особо не захотел. Почему? Потому что, сука, черт. Правильно? Правильно. Good idea. We can use the microscope to compare the mold against any prints we find. Угу. Сразу. Снимаем, идем. Не тут. Макросравнение. Следы. Размер и рисунок следа совпадают. Наш подозреваемый носил эту обувь, нам нужно поговорить с Брассом. Доступен ордер. Так, и еще я там, по-моему, забирал частички масла, да? Да. На всякий случай. Мало ли понадобится. Ага. Ага. Тоже есть. Тоже есть. Это нефтяное масло с низкой примесью золы. Похоже, такой тип двухтактного масла используют в гидроциклах. Ладно, партнер, ты доказал, что лужа моторного масла точно лужа моторного масла. Там есть еще что нового? Пошли к Брассу. На каком основании? Ну вот это. Так мы сможем получить ордер на обыск комнаты парня. Наша проблема в том, что сейчас воскресенье, значит, судья не расположен к возможным гольф-курсам. Мне придется разыскать его, чтобы получить ордер на обыск комнаты Джона Берретта. Вернись в лабораторию. Это статуя святого Амбросия, покровителя пчеловодов. Королева Улья. Статуя принадлежит Беатрис Салазар. По крайней мере, принадлежала ей в 1982 году. Засохшая кровь. Умберто — это ее муж. Умберто Салазар влюбился в прекрасную малолетнюю проститутку, которую снял на улицах. Она получила дом, машину и наркоимперию, он святого Амбросия в голову. В то время никто не мог найти материальных улик, связывающих Салазар с убийством моего мужа, но с 82 года... Так, тут и пришли вы. На Салазар на днях просто играла на публику, ее ДНК есть в деле очень давно. Что это за белые вязкие пятна? Клей из наклейки шкафчика с уликами. Ребята, вытащите ее ДНК из этой статуи, и если сможете, ситуация такова, мы привлечем ее за убийство. Хуя себе. Nothing to collect here. Чё, правда, что ли? Nice job. Отличная работа, исследуем образец. Чё, в самом деле клей, блядь? По ходу дела, да. Но мы не все тут увидели. По ходу дела.
Очень странно, что на этой статуе... Хотя, блять, ее уже перетрогали, там все кому только можно. Два желтое, два красное, желтое. Вот это, да. Угу. Угу. Не то. Вот. Да, хорош. Поставил же. О, да. Это сюда. А это сюда. Стоп, что происходит? Не знаю, почему-то протеины сварились. Они бесполезны. Твою мать, какого черта случилось? Это бессмысленно. Концентрация лаурилсульфата натрия слишком высокая, но я стоял рядом, я видел, ты подготовил образец правильно. Черт побери, я не могу в это поверить. Я забираю эту статую обратно и отправлю официальный запрос заместителю управляющего и вашему шерифу для инициализации расследования по возможному должностному преступлению в ЦРУ. Мистер Стоук, советую вам взять дело в свои руки, пока не закрыли всю лабораторию. Ты просто некомпетентен, или ты сделал это для того, чтобы нарочно уничтожить потенциальную улику? Дурак, блядь, я все правильно сделал. Я знаю, это звучит безумно, но думаю, агент Хатсби нас подставил. Думаю, он преднамеренно подставил нас, чтобы мы взяли этот потенциальный образец ДНК на анализ. Кэтрин, нужно вернуться к статуе, нам нужно проанализировать любые оставшиеся следы. Нам нужно вычислить, что не так с этим Ханби. Ханби только что покинул здание и увез с собой статую. Я уведомлю местное отделение ФБР, может, они чем-нибудь нам помогут. Думаю, Ник прав, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть статую сюда для повторного теста, но пока мы не решим этот вопрос, полностью, думаю, будет лучше, если я отстраню вас от всех дел, касающихся Беатрис Салазар. А, ну да, но они же еще знакомые. Я знаю, у вас сейчас есть еще одно дело, рекомендую вам продолжить работу над ним. Это не моя вина. Так, давай еще раз. Мы растворили клеточные стенки с помощью умеренного концентрата саулрилсульфата натрия. Так, клеточные стенки открылись, позволив нам извлечь генетический материал и подготовить его к анализу ДНК. Именно. Только в этот раз по какой-то причине концентрация ЛСН намного выше, чем обычно. Когда образец был гидратирован в подготовке к анализу ДНК, вода и высокая концентрация ЛСН вызвали химическую реакцию, которая подняла температуру воды выше 80 градусов Цельсия, что могло денатурировать протеины и уничтожить образец. Но я не сделал ничего плохого. Агент Хамби утверждает, что вы неправильно подготовили лизирующий раствор, добавив много ЛСН. Кэтрин, при всем уважении к агенту Хатби, я стоял рядом, когда все происходило. Раствор был приготовлен правильно. Так, когда мы соскабливали образец, я заметил на обратной стороне статуи следы какого-то вязкого вещества. И так я спросил агента Хатби об этом. Он сказал, что это просто остатки клея от маркировочной этикетки. Из лаурилсульфата натрия можно создать концентрированный клей для того, чтобы провести реакцию при гидратировании. Это Брас. Я наконец нашел судью и выпросил у него подпись на наш ордер на обыск спальни Джона Беррета. Так, отлично. Идем за ордером, значит. А, нет, мы можем сразу, значит, туда перейти. А, ну типа ок. Брас получил этот ордер на обыск с большим трудом. Не будем тратить его зря. Может, он и богат, но, к счастью для нас, он не платит за ежедневные услуги горничной.
кусочек ногтя. Look what we have here. Смотри, что у нас здесь. Cosmetic Искусственный fingernail. ноготь, вроде как отпавший, и на Looks as нем though часть it's fallen настоящего ногтя. And taking a bit of the real nail with it. Ну, супер. Наручники. Нихуя себе. Parts of the job, right? Так, под ковриками. Под ковриками вроде как ничего нет. Кстати, довольно странно висит кусок одеяла, ну да ладно. Мгм. The man likes his Человек shoes. любит свою обувь. Определенно, да. Mud on the shoes Похоже, looks грязь like на it hasn't обуви еще не dried. засохла. It's fresh. Место изучено. Довольно быстро. Так, подожди, грязь еще не засохла, то есть можно ее снять? Правильно? Ну, по идее. Так, блядь, а где грязь-то? А, не вижу. Вообще не вижу здесь грязи. Ладно, пока оставим. О, сразу же. И далеко ходить не надо. Dirty job, Грязная but работа, somebody's но gotta что ж do it. поделать. Hopefully we'll be Надеюсь, able мы to сможем recover получить some годную usable ДНК. DNA. If we're lucky, we'll Если find мы out if she had a partner. повезет, мы узнаем, был ли у нее напарник. Так, с внутренней стороны вроде ничего. Кстати, не показывает. Нет, еще, значит, что-то. Наверное, должно быть. Ага, и вот тут. That sample Этот образец may allow us позволит to вам positively определить, кому identify who the принадлежит nail belongs ноготь. to. Ну, в принципе, можно догадаться, кому он принадлежит. Чисто даже логически. Так, нет. Локация. Вот это все, да, осмотрено. Переходим в лабораторию. Ох, нихуя. Давай смотреть четвертую. Ну, здесь, ну, должно, блядь. Да. Я уже, по ходу дела, вижу. Или нет? Да. Вот, скорее всего, вот это будет совпадать. Угу. Угу. А, синий одиночный. А, ну хотя... Что там, синяя, красная, синяя? Блять, а что? Синяя, две зеленых. Вот она. Сука. О, что-то не до конца. Или подожди, где-то была... Или я что-то где-то неправильно выставил.
сюда. Это сюда. Сюда. И сюда, да. Немножко неправильно расставил. Паулина Лю. Подстрекательство. Well, Ну, hello. здрасте. Всегда It's always шаловливая not nurse, медсестра, right? да. Паулина Лю Not only получила does наряд Pauline Lou на work работу не hard только because потому, she's что been a была dancer at various танцовщицей gentlemen's в clubs разных around клубах town, города but в she ее also деле, has an еще arrest есть for арест за solicitation on her record. домогательство. Looks like John and Nurse Похоже, что Lou Джон и need more сестра to know Лю не about their хотели, double чтобы мы узнали relationship. об их отношениях. You wanna Сам tell сообщишь Brass or Брассу should или I? лучше я? Давай тоже четвертую, на всякий случай. А, вот это вот, скорее всего, она. Угу. Это сюда. Это сюда. Сюда и сюда. Джон Барретт. Так, пьянка в общественном месте. ВНВ, не знаю, что такое ВНВ. Looks like Похоже, что John and Джон и Nurse сестра Lou Лю не need хотели, more чтобы to мы know about узнали their об их double отношениях. relationship. Сам You сообщишь wanna tell Брассу или Brass or лучше should я? I? Открыт трофей. Что осталось? Тоже есть. Сюда. Зеленый, желтый, синий, красный. Вот. Ага. Два желтых. Вот они. Вот так. Да. Красный, зеленый, желтый, желтый, красный. Красный. Вот. Да. Два красных. Сюда. Желтый и синий. Синий, желтый. Вот они, желтый и синий. Зеленый, желтый. Вижу. Это сюда. То же самое. Okay, Хорошо, so, значит, not only is сестра Лю Nurse не Lou только a stripper with стриптизерша rap с sheet, приводами, she она lied to us солгала about нам the fake об fingernail. искусственном ногте. They're a perfect Идеальное match. совпадение. Сразу сейчас по максимуму наберем. Я уже знаю, что дальше делать, как бы, типа, окей. Вот, но... На всякий случай, чтобы потом просто это... So that piece of Значит, тот cosmetic кусочек fingernail that was косметического found ногтя, in the который мы skin нашли в of коже Mary's руки hand Мэри, belongs to принадлежит the ее nurse. медсестре. Она She нам lied врала, to us. хотя я не I удивлен. wish I could say I was surprised. Так, да ведь? Все? Тут все, да. Анализ документов, он только один. Макро. Давай берем обувь и, ну, скорее всего, это вот это. След от обуви такой же по размеру и рисунку, как и след от обуви, обнаруженный на месте преступления. Для Джона ситуация выглядит нехорошо. Определенно.
Вот прям определенно нехорошо. Я бы даже сказал, пиздец, как нехорошо, потому что собрали мы уже конкретное количество различного рода доказательств. Доступен ордер. What evidence do you have? Pauline Lou and Паулина John Лю и Barrett Джон were Берретт lovers. были любовниками, вот тебе и мотив, So правда? I'd call that motive, wouldn't you? So let me get Джон this Берретт straight. может John унаследовать Barrett stands целое to inherit состояние. Его fortune. девушка-медсестра His girlfriend, обеспечивает the ему nurse, алиби и, к provides счастью him для with an нее, alibi, and наоборот. lucky for her, vice versa. And on top of Более that, her того, ее intimate хорошее knowledge of the знание регулятора regulating дает unit парню gives the шикарную kid a great возможность для big убийства. opportunity for murder. Looks like Похоже, John Джон Barrett Берретт doesn't не очень seem too заинтересован в interested in providing an представлении alibi алиби for anyone, кому-либо, в том числе и including Паулине Лю. Pauline Lou. Okay, let's not Если tip мы our сначала hand. поговорим с Джоном Берреттом, его адвокаты могут окружить его и медсестру, но если сначала вызвать сюда Plus, we call медсестру, a nurse in here first, then возможно, maybe она she'll be захочет willing to выдать make a своего deal and give парня. up her boyfriend. Сейчас и проверим. I'm very Я очень confused by сконфужена this этой ситуацией. Я situation. пыталась I've tried to сотрудничать. be very Что-то не так? cooperative. Have I done something wrong? Расскажите нам еще раз, ногти. Well, like I Ну, told как you я уже before, I говорила, я chipped the сломала nail ноготь, and заменила replaced его it вот with this на one I этот, have а что? on. And I've had it on all week. Why are you asking? Паулина, мы нашли ваш ДНК на искусственном ногте. А, точно, знаете что, когда я сломала ноготь первый раз, я наклеила другой, но потом заменила его на этот. But I didn't apply it right, so then I put this one on. In Путаешься. fact, I didn't even put this one on. Да и не The я woman этим who does my занимаюсь, nails сделала did. женщина, кто But I делает мне don't see маникюр, why но я any не of this понимаю, почему matters, это because важно. that was all like a week ago. У вас роман с Джоном Берреттом. Why are Почему you вы asking me спрашиваете? Я that? дипломированная I'm a медсестра, и registered мистер nurse, Берретт and Mr. нанял меня Barrett hired для me to качественного provide ухода hospice quality за его care to his сестрой. sister. А что ты скажешь про труханы? Paulina, Паулина, какие у вас отношения с Джоном Берреттом? Думаю, вы знаете, почему я спрашиваю, потому что, судя по сперме и вагинальным сокам, найденным на этом нижнем белье, вы с мистером Берреттом были очень близки, как минимум один раз. It's true. Это I правда, love я John. люблю Джона, мы We've been вместе уже together for давно. some time Че, now. блядь, сразу сказать I нет? met John not long Я after his познакомилась parents с Джоном passed away. незадолго после I смерти probably его fell in love родителей, first. тогда я еще была I think he was more танцовщицей, interested in being стриптизершей. distracted. Да это все уже тоже знают. You see, before I was a nurse, I was a dancer. A stripper, actually. It's not something Я не I'm горжусь proud of, этим, but но и не it's not стыжусь exactly этого. something Так I'm я ashamed оплачивала of школу either. To медсестер, pay my так way и through познакомилась nursing с school, Джоном. I'd always dreamed of being a nurse. And it brought me to John. But I never quite Но had мне enough все не хватало confidence or- уверенности или, I не don't знаю, know. возможно, Maybe I просто just не didn't хватило have enough опыта пройти experience to pass my аттестационные certification тесты. tests. John was the Джон был only one who единственным, ever кто в меня believed верил. in Он me. самый чуткий человек из He's всех, the кого most я sensitive, знала. caring man I've ever known. Паулина, вы говорили нам, что вы дипломированная медсестра. Для всех практических целей, да, просто у меня вообще еще нет аттестата, и я не хотела, чтобы у Джона возникли проблемы. Это единственная причина, по которой я пыталась скрыть наши отношения. Всю свою жизнь я хотела стать медсестрой и помогать людям. Так как вы были медсестрой, Мэри, у вас определенно была некая возможность, понимаете? Джон должен был унаследовать фамильное состояние после смерти Мэри, а это дает вам обоим мотив. Вот что я вам скажу, госпожа Лю. Все мы разумные люди, поэтому мы готовы предложить вам сделку. Дайте показания против мистера Берретта, а мы позаботимся о том, чтобы вам дали минимальный срок. Что скажете? Нет, прошу, я невиновна. Поговорите с Джоном, он все расскажет. Мы были вместе всю ночь, клянусь. Вы нам лгали, Паулина, теперь трудно верить каждому вашему слову, и поскольку Джон отказывается говорить, нам нужна ваша помощь, чтобы найти то, что подтвердит ваш рассказ. Если Джон узнает, что меня ждет, он даст показания, я уверена.
А он Before такой, her хы-хы, accident, нет. Mary gave John a gift. Перед этим It's a несчастьем goofy Мэри little сделала thing. Джону This little подарок. finger puppet. Маленькая It was like this напальчиковая private joke кукла, но between the two потом, of them. когда Мэри Then when поранилась, Mary got hurt, эта дурацкая stupid кукла вдруг puppet стала began to mean для the Джона world to очень John. важной. Он все He время would hold пытался it at her рассмешить bedside and try to make her ее laugh с ее with it. помощью. But last week, Но the последнюю puppet got неделю lost кукла куда-то somehow. пропала, я I'd been убиралась, и, cleaning up and I наверное, must have куда-то не туда ее misplaced it, but положила, но John Джон went пришел в ballistic. ярость. I mean, you'd have thought I'd run over his dog. Anyway, Как бы day там ни before было, yesterday, позавчера я нашла I эту found the чертову damn куклу. puppet. Меня I was пробрало, я thrilled. пошла к I озеру, went down тому, to the где lake, лодка. down by where they keep the boat. And I was gonna Я хотела surprise сделать John with сюрприз it, Джону, but но не before I успела could say открыть anything, he рот, как он started начал на screaming меня at орать. me. And that's when I И там threw я that выбросила эту stupid тупую puppet куклу. away. For Навсегда. good. Puh, not Ну, не exactly совсем for навсегда. Я good. I пыталась tried throwing выбросить the эту damn дрянь thing в in the озеро, lake, но but вместо instead I этого ended up швырнула ее в tossing it лодку. into the family's boat. Okay, this is the crazy Думаю, если part. Джон And the вернет whole куклу, reason I'm он telling you this. вам I think откроется. if Он так John сильно gets that скучает по puppet Мэри, back, then это he то, might что be able to напоминает open ему о up to ней. you guys. Тогда он He's все вам missing Mary расскажет. so much. He just needs to have a piece of her back, and then he'll open up and tell you everything you need to know. I'm sure of it. That's all for Пока now. что это все, Thank you. спасибо. Ну, пошли, получается, за куклой. О, кисик. Okay, here's Кукла that little puppet кисика. Pauline was talking about. Хорошо, вот та кукла, о It's которой ridiculous. говорила I don't Паулина. mean to be Это нелепо. disrespectful, but it's just really hard to believe this would mean so much to Mary's brother. Looks like John's come out of Похоже, hiding. Джон вышел из подполья. Кстати, да. Здесь же тела уже нет. Можно, я думаю, как-то внимательнее осмотреться, или хер его знает. А, нет, Джон же вот стоит. Oh, God. Боже, откуда у вас Where did you это? get this? We Мы understand понимаем, it она has a очень lot of дорога вам. sentimental value for you. It does. Это правда, это может May seem казаться вам silly to you, глупым, но она мне дорога, It means a спасибо. lot to me. Thanks. This finger Эта puppet кукла — доказательство dumb, того, что ugly это я little убил finger свою puppet. сестру. is proof I killed my sister. She gave it to me just Она before дала the ее accident. мне прямо перед несчастьем. And then А потом, afterwards, знаете, я You надевал know, ее ей на I'd put палец, it и on она her меня finger. смешила. She'd make me laugh. It disappeared a Неделю week назад ago. она пропала, сразу Right после after I того, made как я Mary взял с promise Мэри me she'd обещание, keep что она living. будет жить ради For меня. me, Потому что я видел because I could tell in her в ее eyes, глазах, she wanted to give up. She was она tired. хотела сдаться, она I устала. couldn't let her go. When I'd Когда я thought подумал, I'd что lost потерял this эту куклу, меня puppet, осенило, что вместо того, чтобы убедить Мэри it остаться suddenly со мной, occurred я to me that подталкивал instead ее of к convincing смерти. Mary to stay with me, I'd actually pushed her into leaving. I killed her. Someone else may have helped her. Я you убил know, ее, я во carry it всем out, but виноват. It's really my fault. John, I don't Джон, я understand что-то не something. I понимаю, don't не mean to хочу be показаться insensitive, бесчувственным, но but откуда вы how did знаете, you о know what чем Mary думала was Мэри? thinking? She Она не couldn't могла speak. She could говорить, hardly move. она еле двигалась. Как вы с ней communicating with her? общались? We both knew Morse code. Мы оба знали морзянку, мы We стучали по tap into ладоням each друг other's друга. palms. It's almost like how Helen Keller used to communicate. Мэри Мэри знала Morse code. морзянку. Yeah. Да, знаете, она You выстукивала know, for морзянку на laughs, кнопки регулятора, tap потому out что the things знала, that что bothered her после on the определенной regulator точки он button, because вырубится. she knew it would cut off after a certain point. She complained about blisters Она and жаловалась на волдыри и спазмы. cramps. Джейн. Jane. Джейн? Yeah. Да, Мэри говорила told мне me каждое every воскресенье, Sunday что at ей some настолько point надоели she'd get визиты so Джейн, bored что when она Jane came выстукивала over ей that имя she'd spell her name out with кнопкой the regulator button. регулятора. Это как It's like a напальчиковая finger puppet. кукла, глупая, но Stupid, забавная. but funny. Но так ее не хватает. I really miss her. We need to get back to the Нам lab нужно and вернуться review в those лабораторию и regulator изучить records. записи I think we may регулятора. have overlooked Мы our могли best упустить из виду лучшего свидетеля. So here's what's bugging me. Вот что не дает мне покоя. При каждом визите Джейн у Мэри внезапно появлялась непредсказуемая подача морфия, и я не мог положить свой палец на то, что меня грызло. Знаешь, возможно, Мэри думала так же, а потом меня осенило. Если взять хаотичную схему нажатий Мэри и пропустить ее через компьютер как морзянку. Ты видел последнее сообщение Мэри прямо перед смертью? Джейн.
Знаешь, морзянку используют вот уже 160 лет. А стала международным стандартом морской связи только в 1999 году, и по какой-то причине, я помню, когда французский флот перестал пользоваться морзянкой. В 1997-м последним переданным сообщением было «Вызываю всех, это наш последний крик о помощи перед вечной тишиной». Пошли поговорим с Брасом. Based on what evidence? I mean, this isn't exactly Это же неявная smoking gun. улика. У Джейн Барретт была возможность, но мотива вроде бы не было, а вот у Джона и сиделки Лю мотив был. Now our little John and Nurse Lou, they have motive. Сейчас Джон больше готов к сотрудничеству, так что надо расспросить его как следует. See if he lets something slip. Послушайте, офицеры, я сейчас переживаю ужасное время, простите, что срываюсь на вас. Я осознаю, что вы просто выполняете свою работу. Я солгал только об одном. Если кто-нибудь сделал это с Мэри, я хочу знать, кто я, помогу вам, задавайте любые вопросы. Уже лучше. Вот с этого и надо было начинать. Могла ли Джейн убить Мэри? Джейн, мы с сестрой больше не ладим, но из нас двоих на убийство способен я. Джейн не любила Мэри, она ей не доверяла, но потом, после несчастного случая, Джейн очень старалась наладить их отношения. Джейн была в шале вчера ночью? Нет, мы с Паулиной были там весь день, мы ее не видели. Вы заперли парадную дверь? Нет, думаю, Джейн могла войти так, что мы ее не заметили. Все возможно, так ведь? Как насчет сестры Лю? Я люблю Паулину и знаю, она никогда бы не причинила бы Мэри вред, и даже если бы Мэри попросила Паулину помочь ей свести счеты с жизнью, если бы Паулина услышала такое от Мэри, она сразу сказала бы мне: нет, это точно не Паулина. Где вы были прошлой ночью? Мы с Паулиной были дома всю ночь, мы вернулись в районе 10, а потом дрыхли в комнате до самого утра. Слабая лебеда. Никто нас не видел, никто не звонил, но это правда. Расскажите больше о Мэри. Я могу говорить о Мэри целый день, если хотите. Мэри знала о сестре Лю. Паулина на самом деле не дипломированная медсестра. Да, Мэри знала об этом, но ее это не смущало. Паулина ей очень нравилась. И она знала о моих чувствах к ней. Мэри знала о том, что у вас с сестрой Лю роман. Все знали, что мы пара, в том числе Джейн. Думаете, сестра Лю помогла Мэри убить себя? Паулина не знает морзянку, как Мэри могла ее попросить. Я знаю, вы можете подумать, что я ослеплен любовью, но Паулина не могла убить Мэри. Вы убили Мэри? Я понимаю, вы должны задать мне этот вопрос, но мне все еще больно, и ответ все тот же: нет, я не убивал Мэри. Проблема вот в чем. Мы можем подтвердить ваше алиби, улика, которой мы располагаем, указывает на то, что вы оба имели мотив для убийства вашей сестры. Какая улика? Во-первых, мы нашли отпечаток обуви у кровати вашей сестры со свежей грязью. Отпечаток совпадает с обувью, которую мы нашли в вашей спальне. На ней тоже была грязь. Погодите-ка, подумайте, если бы я действительно собирался убить Мэри, зачем мне было тащить грязь через весь дом и оставлять след? Там, где бы его сразу нашли и вышли бы на меня. Вы никогда не слышали выражение «сознание вины»? Это значит, что глубоко в душе вы чувствуете вину за содеянное. Я ничего не сделал. Дело в том, что у меня есть еще одна такая же пара обуви. Я держу ее на лодке. Кто-то мог ею воспользоваться, тот, кто хотел меня подставить. Странно, я храню эту обувь в закрытом шкафчике. Вот ключ. Взгляните. Пошли глянем. На лодке в закрытом ящичке. Ёбана жизнь.
Same size and brand of shoe. Размер и марка with обуви mud on 'em. совпадает, грязь Where John тоже. told us Точно they там, be. где сказал Джон. Теперь Okay. нужно Now отличить the одну trick пару is to грязной обуви distinguish от one pair другой. of muddy Но shoes она from прям another. вся в грязи. Там прям вообще все очень плохо. Ну, грязь он не дает собрать. Кстати. Ага. Good catch. Хороший улов, That's a очень very хороший fine волос. strand of hair. Ладно, окей. Прыгаем в лабу. ДНК. Волос. Смотрим. Есть ли в базе? Есть. Угу, это первый. Это второй, по ходу дела. Угу. Пока сходится. Угу. Минус вся колонка, кстати. Да, скорее всего, это вот этот вариант. Да, 100%. Все, уже как бы спокойно собираем до конца. Принять. Да, совпадение. Внешность обманчива, правда? Это волосы Джейн Берретт. Знаешь что? Место преступления инсценировано, надо поговорить с Брассом. Доступен ордер. Давай к Брассу. What evidence do you have? ДНК улика связывает Джейн Берретт прямо с местом преступления. Я выдам ордер. Не понимаю, зачем меня сюда привели? Где вы были прошлой ночью? Я уже говорила, я была дома в Лос-Анджелесе. Госпожа Берретт, мы нашли вашу ДНК на месте, связывающем вас с убийством. Это невозможно, я же дала вам записи моей охранной системы, у меня даже не было в Лас-Вегасе, я была дома. Это, наверное, какая-то ошибка. Вы сверялись с охранной компанией? Именно это мы и сделали, госпожа Берретт. Вы и все, с кем мы говорили, упоминали о том, что вы всегда навещали Мэри по воскресеньям. Но просмотрев записи системы охраны вашего дома, мы заметили, что в одно воскресенье система видела вас дома целый день. Я все объясню. Можно ваш телефон, госпожа Берретт? Я попрошу ордер на обыск вашего дома в Лос-Анджелесе, госпожа Берретт. Местная полиция переворошит там все и все равно найдет. Можно я окажу вам услугу, капитан? Вы там ничего не найдете. То, что меня не было дома, еще не значит, что я убила свою сводную сестру. Это вообще замечательный полет фантазии, и я полагаю, в суде он не прокатит. Суд. Только что отзвонилась полиция ЛА. Они обыскали резиденцию Джейн Берретт в Лост-Хиллз. Ничего не нашли. Слушай, возможно, Джейн не хотела рисковать и возить улики с собой, так что она могла припрятаться где-нибудь здесь. Стоит изучить эту версию. Ага. Скорее всего, нам сейчас нужно идти в лабораторию. Здесь все выслежено. В анализе документов только вот эта штука. Следы обуви, которые мы видели на месте преступления, совпадают со следами, найденными на лодке. Это обувь убийцы. Джон? Серьезно?
То есть, ну вот прям серьезно. След такой же обуви, такой же по размеру и рисунку, как след от обуви, обнаружен на месте преступления. Для Джона ситуация выглядит нехорошо. По-моему, это уже было. По-моему, это мы уже видели. Ёпта, блядь, смартфон. Вот про что я и забыл. Этого пятна на ее телефоне не было. Оно не засохшее, а похожее на масло. Угу. Пятно вязкого вещества. Давай обратно в лабу. Ну, скорее всего, это машинное масло. Почему-то я практически уверен. Нет, там тонкая линия. Нет. Да. Тоже да, и одной не хватает. Вот этой. Это нефтяное масло с низкой примесью золы. Похоже, такой тип двухтактного масла используют в гидроциклах. Химические примеси в обеих образцах масла совпадают, что означает, что Джейн была у озера очень недавно. Но зачем она туда ходила? Возможно, она пыталась что-то от нас скрыть. Думаю, нам нужно будет искать не только над землей, но и под землей. Доступен ордер. У нас есть еще ультразвук по делу о поджоге, который, кстати, был в первом эпизоде. Мы уже пользовались такой штукой. А, да, ультразвуковое устройство. Впечатляет, но дорогое. Эта улика подводит Джейн Барретт к луже моторного масла. Хорошо, я дам тебе ультразвуковое устройство. Let's see if we can find out why she was there. Отлично. Стоять. Оп. Ошлось. Значит, Джейн пыталась спрятать молоток. Она зарыла его прямо над ключом, который был зарыт там уже давно. Место изучено. Молоточек получается, да? И гаечный ключ. Для начала посмотрим на гаечный ключ. Кстати, пятнышко крови, которое почему-то он... Или это ржавчина так? Но мне почему-то показалось, что это кровь. Короче, понятно. По ходу дела она и подстроила аварию. Что-то как-то, ну, не знаю, как-то ощущения такие имеются. Оп. Пальчик сюда. Похоже, в навершии молота вделан какой-то мягкий металл. Все, место изучено. Теперь просто обрабатываем полученные и добиваем. Угу. Не то. Вот это ближе. Вот это тоже. Нет. Да, и посередине. Это частицы бронзы, и они идеально совпадают с бронзой из бюста.
Частицы бронзы отпали не от удара, а регулятор. Кто-то преднамеренно соскоблил их и подсунул туда. Значит, наш убийца хотел привести нас к бюсту и хотел, чтобы мы обязательно нашли эти грязные следы ног рядом с ним. И он или она предположили, что мы сосредоточимся на Джонни и Паулине. Отвести след, получается. Так, теперь. Хорошо, пошли посмотрим отпечаток. Угу. Единственный вариант. Нет. Нет. Да. Джейн Барретт. Отпечаток пальца Джейн Барретт есть на молотке, которым разбили регулятор. Мне бы хотелось выслушать показания Джейн Барретт. Ой, да не только тебе бы хотелось. И мне бы хотелось. Вы же ничего не нашли, так? Так что, офицеры? Где вы были прошлой ночью? Вы правда хотите знать? Отпечаток пальца. Вот ваш отпечаток. Мы нашли его на молотке, который вы зарыли у озера. Этим молотком вы откололи часть этого бюста, которым вы заменили сломанный регулятор. Мне просто любопытно, Джейн, почему бюст отца Мэри? Вы так сильно презирали семью Марст? Я их ненавидела, потому что они украли у меня семью. Знаете, когда мои родители погибли в трагическом несчастном случае на лыжах, я начала верить в справедливость в этом мире. Бог ответил на мои молитвы и наказал их за то, что они забыли обо мне. Но потом их место заняла Мэри. Она была просто глупой девочкой. Но как только Мэри уступила в ту ночь, я была готова. Мэри выжила в несчастном случае, и меня это расстроило. Почему Бог меня наказывал? Но я хотела попробовать еще раз и купила это приложение для своего телефона, чтобы создать себе алиби. Я осознала, я могла просто смотреть, как Мэри умирает потихоньку, и я поняла, это не Божья кара, это вознаграждение. Однажды я увидела, как Джон стоит над Мэри, плачет и умоляет ее не умирать, потому что она единственный оставшийся член его семьи. Но его настоящая сестра — я. В тот день я прокралась в комнату Джона, чтобы найти то, что вывело бы вас на него и его медсестричку. Я взяла ее сломанный ноготь из мусорника в его комнате. А вчера с помощью телефона сделала так, будто я дома. Потом я уехала в Вегас. На это все уходит всего 4 часа в хорошей машине. Я пошла к лодке, надела перчатки, достала грязную обувь Джона и уехала в шале. Я дождалась, пока брат с его шлюхой ушли в комнату, и прокралась внутрь. Я надела обувь и взяла в гостиной бронзовый бюст. Как только она меня увидела, Мэри начала паниковать, часто нажимая на кнопку на регуляторе. «Тебе нужна помощь, Мэри?» Я взломала регулятор Мэри бюстом, потом отломала часть молотком, эту часть вы и нашли. Потом я вложила сломанный регулятор в руку Мэри и заставила ее нажать на кнопку. Я смотрела в оторопелые глаза и видела, как Морфий уносит ее душу. Она смотрела на меня и улыбалась. Она пыталась меня обмануть, заставить меня подумать, что она рада умереть. Когда она умерла, я оставила крохотную часть искусственного ногтя на ее руке. Я заменила бюст, вернула обувь в лодку и закопала молоток. Потом я направилась домой и как раз успела на свой рейс. Возможно, вы правы, Мэри. Наверное, счастлива, что ее наконец избавили от этого бремени. Возможно, она улыбалась потому, что смогла разобрать ваше имя на своем регуляторе прямо перед смертью. Думаю, она улыбалась, потому что знала, вам это убийство с рук не сойдет. Но мы никогда этого не узнаем, так ведь? Одно я знаю точно, господа Барретт, теперь мы будем заниматься вами вплотную, скорее всего, следующие 25 лет вашей жизни. Probably for the next 25 years to life.
Очень хорошая работа. Признание всегда приятный бонус в таком деле. Вообще-то, два признания. Одно в убийстве прошлой ночью, а другое в покушении в прошлом году. Ты считаешь, Ники? Я считаю, что мой партнер заслуживает полного зачета за двойной результат. И думаю, это поможет разрушить ту тучу, которая надвисла над командой из-за Ханби. С Ханби я сама разберусь. Послушай, Кэтрин, он грязный. Спокойной ночи, Ники. Вот такой получился эпизод. Статистика: 93 доскональность, 87 ум, навык 74. Кстати, очень даже хорошие показатели. В отличие от того, что у нас было в первом эпизоде. Прокачиваемся, однако. Эпизод получился вот такой, довольно интересный, запутанный, закрученный, с ответвлениями на королеву Улья, нашу неуловимую Беатрис Салазар. Мне очень понравилось. Хоть получилось немножко затянуто, но мне понравилось. Не забывайте подписываться на канал, также прожимать лайк или дизлайк, чтобы показать мне, понравился вам эпизод или не понравился. Также оставляйте комментарии как в Ютубе, так и в группе ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале. И теперь у нас есть Boosty, на котором я публикую творчество, не связанное с Ютубом, а также там будут выходить ролики, которые по тем или иным причинам нельзя выложить на Ютуб. Так что жду вас еще и там. Будем, как говорится, в коннекте везде, где только возможно. Всем спасибо, всем удачи, пока-пока. Увидимся в следующих сериях.